Всем привет! Это вторая часть мастер-класса на вот этого плюшевого хомячка. Ссылочку на первую часть можно найти в закрепленном комментарии под видео. А перед тем, как мы продолжим вязать хомячка, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и напишите абсолютно любой комментарий. Также не забудьте, что у меня есть группа в Телеграме, где я скоро буду проводить опрос, какой мастер-класс делать следующим. Ссылочку на нее можно найти в описании под видео. Также я вам напоминаю, что схему на хомячка можно найти на моем бусте и приобрести всего лишь за 40 рублей, и также она доступна по подписке за 50 рублей. А если вы уже поставили лайк и написали комментарий, мы можем продолжать вязать хомячка. Продолжаем вязать следующий ряд, 7. Продолжаем серым цветом вязать. Провязываем 5 столбиков. У нас от начала ряда предыдущего до ушка мы провязывали 5 столбиков без накида. По ним провязываем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше у нас начиналось ушко. По ушку мы ничего не вяжем. Мы его берем и загибаем к глазу. По нему ничего не провязываем. Начинаем сразу вязать в следующую петельку. Между ушками у нас было 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков. По одному столбику в каждую петельку. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ушко у нас осталось вот так вот торчать. Следующее ушко то же самое. Мы его загибаем к глазику. И серым цветом нам остается провязать 5 столбиков. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый. И на 5-м столбике меняем цвет на белый. Всего мы сейчас провязали 5 столбиков, 6 столбиков и 5 столбиков. То есть всего 16 серых столбиков мы сейчас провязали. Дальше провязываем белым цветом. Всего нам нужно провязать 8 столбиков белым цветом. Провязываю 2 столбика. Дальше у нас ножка, пышный столбик с одной вершиной. В эту вершину провязываю столбик. Между ножками у нас было 2 столбика. Провязываем 2 столбика. Дальше у нас ножка, снова пышный столбик с одной вершиной. И до конца ряда остается 2 петельки. Провязываем 2 столбика. На втором столбике меняем нить на серую. Всего мы провязали 8 столбиков белым цветом, а серым цветом 16. Значит, всего у нас в этом ряду 24 петельки. Следующий ряд 8. Чередуем 2 столбика убавка. 4 раза серым цветом. Провязываем первый раз 2 столбика и убавка. Убавку можно делать несколькими способами. Первый способ – это поддеть переднюю половинку первой петельки, переднюю половинку второй петельки, через 2 эти половинки протащить нить и через 2 петельки на крючке протащить нить. Это первый способ сделать убавку. Дальше я провязываю 2 столбика. Дальше мне снова нужно делать убавку. Второй способ сделать убавку – это вставить крючок в петельку, подхватить нить, протащить через эту петельку. У нас 2 петельки на крючке. Вставляем крючок в следующую петельку, подхватываем нить, протаскиваем. У нас 3 петельки на крючке. Через все 3 петельки протаскиваем нить. Вот такие 2 способа сделать убавку. Выбирайте любой из них, какой вам удобнее. Я чаще использую первый способ, иногда использую второй способ. В принципе, большой разницы между убавками такими я не вижу. То есть можете выбирать любой способ сделать убавку. Главное, не пропускайте петлю. Делайте полноценную убавку. Мы провязали 2 столбика, затем убавка, 2 столбика, затем убавка. Провязываем опять 2 столбика. Делаем убавку. И последний раз, 4-й, 2 столбика. И
и убавка. Цвет не меняем. Провязываем еще один столбик серым цветом. Вставляю крючок в белую петельку. Начинаю вязать столбик серым цветом. Заканчиваю белым цветом. Мы чередовали 2 столбика убавка 4 раза и затем провязали 1 столбик дополнительный серым цветом. Белым цветом теперь нам нужно провязать 7 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и последний столбик в ряду, седьмой, и меняем цвет. Всего у нас в этом ряду получилось 20 столбиков. Следующий ряд 9. Провязываем серым цветом 13 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и на 13 столбике меняем цвет на белый. Поменяли. Дальше провязываем 7 столбиков белым цветом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и на 7 столбике меняем цвет на серый. Мы закончили 9 ряд, мы провязали 13 столбиков серым цветом и 7 столбиков белым цветом. Всего у нас 20 петелек в этом ряду. Следующий ряд 10. Чередуем 2 столбика прибавка серым цветом 4 раза. Первый столбик, второй столбик, прибавка. Первый раз сделали. Один столбик, второй столбик, прибавка. Второй раз сделали. Один столбик, второй столбик, прибавка. Третий раз. И последний 4-й раз. Один столбик, второй столбик, прибавка. Провязали. И дальше провязываем 1 столбик серым цветом и меняем цвет на белый. Дальше белым цветом чередуем 3 столбика прибавка 2 раза. Провязываем первый столбик, второй столбик, третий, делаем прибавку. Дальше провязываем первый столбик, второй столбик, третий. У нас ряд закончился, нам некуда провязывать прибавку, поэтому смещаем наше начало ряда, провязываем прибавку в серую петельку и меняем цвет на серый. Поменяли. У нас начало ряда сместилось на 1 петельку в сторону. Дальше провязываем следующие 2 ряда абсолютно одинаково. Следующие ряды у нас 11 и 12. Провязываем 16 столбиков серым цветом, меняем цвет на белый, провязываем 10 столбиков белым цветом. Давайте я один раз провяжу вместе с вами. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и на 16 столбике меняем цвет на белый.
Провязываем 10 столбиков белым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Меняем цвет на 10 столбике на серый. Закончили провязывать 11 ряд и 12 ряд провязываем точно так же, как и 11. А пока вы провязываете эти два ряда, хочу вам рассказать про свою группу в Телеграме. Не про ту, которая со схемами, а про вторую. Вторая группа у меня называется «Пирожок плохого не свяжет», и в ней я вам рассказываю про все игрушки, которые у меня заказывают и покупают, и вообще про все, что я вяжу. Также я вам рассказывала про ярмарки, делилась с вами, можно сказать, в прямом эфире, что там вообще происходит. И также я там вам рассказываю про все обновки, что я покупаю, какую пряжу, какие материалы. Если вам интересно, ссылочку на эту группу можно найти в описании. Дальше продолжаем вязать 13 ряд. Провязываем 17 столбиков серым цветом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 серый столбик делаем в белую петельку и меняем цвет на белый. В этом ряду мы будем провязывать задние ножки. Провязываем 2 белых столбика. Первый и второй. Следующую петельку будем делать ножку. Делаем точно так же, как и передние ножки. На крючок накид. Вставляем крючок в следующую петельку. Протаскиваем нить через петельку. У нас 3 петельки на крючке. Через 2 протаскиваем ниточку. У нас 2 петельки на крючке. Накид. Вставляем крючок в следующую петельку. Подхватываем нить. Выводим нить. У нас 4 петельки на крючке. Через 2 протаскиваем нить. У нас 3 петельки на крючке. Накид. В ту же самую петельку вставляем крючок и выводим нить. У нас 5 нитей на крючке, 5 петелек. И протаскиваем нить через 2 петельки. У нас получается 4 петельки на крючке. Через все 4 петельки протаскиваем нить. У нас получился пышный столбик. Дальше провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй и третий. Сейчас провяжем еще одну ножку. Делаем на крючок накид, вставляем крючок в следующую петельку, выводим нить через нее. У нас 3 петельки на крючке. Через 2 протаскиваем нить. У нас 2 петельки на крючке. Накид. Вставляем крючок в ту же самую петельку, выводим через нее нить. У нас 4 петельки на крючке. Через 2 протаскиваем нить. У нас 3 петельки на крючке. Накид. Вставляем крючок в ту же петельку, выводим нить. У нас 5 нитей на крючке. Через 2 петельки протаскиваем нить. У нас 4 петельки на крючке. Протаскиваем нить через все 4 петельки. Вторая ножка готова. До конца ряда провязываем 2 столбика без накида белым цветом. И на втором столбике меняем цвет на серый. Поменяли. Мы сейчас провязывали 13 ряд, в котором мы провязывали 17 столбиков без накида серым цветом, затем 2 столбика белым цветом, пышный столбик, 3 столбика, пышный столбик, 2 столбика. Всего у нас в этом ряду в 13 получается 26 петелек. Следующий ряд 14. Перед тем, как его провязывать, желательно уже набить хомячка. Я буду набивать холофайбером. Хорошо сначала набиваем голову и потом добавляем немного холофайбера в тело.
На этом вторая часть мастер-класса на хомячка закончена. Пожалуйста, проверьте, поставили ли вы лайк и написали ли вы комментарий. А ссылочку на следующую часть можно найти в закрепленном комментарии. Если вы не хотите пропустить следующую часть, подписывайтесь на мою группу в Телеграме. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей части мастер-класса. Всем пока!